Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости острова Кипр, а точнее южной его части. Сегодня с вами мы подведем итоги прошедшего января месяца, это первый месяц 2026 года. И будем говорить в целом о недвижимости южной части острова Кипр. Это у нас, друзья, провинция Пафос, провинция Ларнака, провинция Фомагуста, та, которая под контролем, естественно, южной части Кипра, провинция Лимассол и провинция Никосия. Да, совершенно верно. То есть такой большой объем информации, я думаю, что минут за 30 я вам расскажу. Ну и, конечно же, обсуждаем вместе с вами, поразмышляем, почему в одних провинциях стоимость квадратного метра растет, а в других, например, как в провинции Пафос, мы за 2025 год наблюдали снижение незначительной стоимости квадратного метра жилой недвижимости. То есть порассуждаем вместе с вами на эту тему. Я покажу вам официальную статистику Евростата. Ну и надеюсь, к концу видео вы поймете, как внутренние факторы влияют достаточно серьезно на рынок недвижимости острова. Итак, друзья, переходим к обсуждению и просмотру слайдов. Перед вами, открываю, перед вами карта острова Кипр. Ну, давайте первый слайд такой ознакомительный, я очень быстро пройдусь. Во-первых, друзья, мне приятно, что меня смотрят греки, киприоты. Ну, мои видео переводятся, значит, YouTube дает мне такую возможность, по-моему, на 7 или на 8 языков я перевожу. Там, естественно, автоматический перевод, возможно, какие-то огрехи, но так или иначе мне киприоты смотрят. Почему? Потому что пишут и задают вопросы. Сразу же, друзья, вам скажу, что прежде чем мне там, ну, вопрос это можно задавать, а обвинять меня во что-то, вы, пожалуйста, посмотрите контент до конца, то есть видео само посмотрите до конца. Я всегда акцентирую на том, что я не являюсь риэлтором, я ничего не продаю, друзья, ни на Кипре, ни в Украине. Я являюсь человеком, который исследует рынки, я занимаюсь по-простому наукой. Поэтому то, что я говорю о провинции Фомагуста, я всегда акцентирую, что это та часть, которая подконтрольная южной части острова. И это город Протарас, город Аянапа. Скажите, что он не относится к южной части, да? Поэтому, друзья, внимательно слушайте информацию. Я стараюсь корректно доносить ее до вас. Итак, перед вами остров. Мы будем говорить о недвижимости. Я знакомлю вас, вот легенда карты. Здесь видите, вот карта, и над каждой провинцией есть легенда. Но мы рассмотрим ее в дальнейшем слайде. Сейчас очень быстро, просто ознакомительно. Мы поговорим о том, сколько людей проживает в той или иной епархии, то есть поговорим о внутренних факторах, которые формируют и влияют на состояние рынка недвижимости. Я напомню вам, что рынок недвижимости характеризуется показателями как количество квартир, которые продаются, количество проданных квартир. Это у нас, друзья, очень важные внутренние показатели, так и стоимость квадратного метра того или иного класса рынка жилой недвижимости. Обо всех этих, так сказать, внутренних показателей мы и поговорим. А теперь давайте перенесем наш, так сказать, взгляд на вот эту табличку. Это, друзья, у нас краткосрочные процессы длиной в 1 месяц. В целом по острову проговорим по всем, так сказать, провинциям. Период сравнения будет у нас январь 2026 год с декабрем 2025 года. Итак, новое жилье, друзья, класс А и Б. Ну, буду называть новое, вы уже понимаете, что это класс А и Б. Лимассол, Пафос, Ларнакас, Фомагуста и Никосия. Среднее арифметическое число вот здесь внизу красным шрифтом. Ну, во-первых, вы сами можете прочитать, сколько где стоит квадратный метр нового жилья, а среднее по
острову Кипр, южной его части, 2876 евро. Это на конец января 2026 года. Что в целом показало нам за месяц по острову незначительную динамику роста, плюс 0,0 всего лишь там сотых процента, но это на уровне статистической ошибки, то есть ничего не произошло. Дальше, друзья. Уже старые апартаменты, старые квартиры класс С, Д, Е, старая недвижимость, будем так ее называть. Видим, что среднее арифметическое число в целом по острову, южной его части, 2514 евро. То есть очень сильно отличается, ну, если вы посмотрите на новое жилье вверху, ну, как минимум, наверное, да, около 300 евро на квадратном метре. И за месяц показала динамику роста 0,14%. То есть, видите, первичный рынок, вернее, новое жилье, вроде бы как осталось в той же стоимости, а вот старое жилье класса C, D, E, F незначительно показало за месяц динамику роста. Ну и переходим к слайду, который будем обсуждать, наверное, минут 20 как минимум. Будем говорить, друзья, о внутренних факторах, которые влияют на состояние рынка, в данном случае на стоимостный показатель. Итак, давайте начнем с карты очень подробно. Начнем с Никосии. Да? Никосия это, вот если здесь вы посмотрите, он отрисован, ну вот это больше, наверное, вот таким голубым цветом. Границы видны здесь на самом деле, это Google Map так отрисовывает. Основные параметры. Начнем с количества домов. Это отдельно стоящие домовладения всего. Это, кстати, служба статистики дает Евростата 2021 год перепись населения и перепись жилого фонда. Они посчитали, да, ну, жилой фонд это уже 2024 год и 2024 год количество населения. Итак, отдельно стоящие домовладения 84 898. Многоэтажные или многоквартирные дома, так это назовем, да, 78 032 дома. Это, напоминаю, все у нас в провинции Никосия. Всего общее количество жилого фонда, еще раз, это не квартиры, друзья, услышьте меня, это здания и сооружения, где находятся квартиры. Видим, что 162 930 отдельно стоящих зданий и сооружений, в которых находятся квартиры, разбивку вам дал. То есть делаем вывод, что все-таки одноэтажный Кипр, одноэтажные здания в провинции Никосия более популярны и традиционно, в общем-то, больше отдельно стоящих домовладений, чем многоквартирных домов. Итак, друзья, следующий показатель, это мы говорим о внутренних показателях, это количество населения. Количество населения, которые проживают в целом в провинции, не в городе, муниципалитете, а в провинции Ларнакас, видим 350 035 человек. И квартиры, которые выставлены для продажи, это уже данные, которые фиксирует программа Olymp News. Это программа, которая создана мной. У меня есть патент, зарегистрированный в Украине. Также есть авторское право на данный продукт. Мы видим, что количество предложений в январе 2026 года достигло 32 298 объектов жилой недвижимости. А вот теперь, друзья, давайте я вам покажу закономерности. Ну, во-первых, наука занимается тем, что исследует повторяющиеся во времени процессы. То есть вот эти закономерности, они налицо, я просто акцентирую на них внимание. Мы видим, что всего 350 тысяч населения. Также видим, что количество домовладений 162 163 можно округлить. Из них, если многоквартирные дома, то в целом квартир, наверное, будет, ну я так предполагаю, что под 250 тысяч, если посчитать исключительно квартиры. И вот на 250 тысяч квартир
в продаже мы увидели 32 тысячи. Это говорит, друзья, о том, что, ну, сколько это? Порядка, наверное, там 12% квартир продается на открытом рынке в целом. Это провинция, напомню, сюда входят достаточно много агломераций из небольших населенных пунктов. Так вот, это где-то 12% от всего жилого фонда. Это нормальное поведение рынка. Почему это нормальное поведение рынка? Я это знаю хорошо по Украине. Всю Украину мы, в общем-то, у меня есть данные, которые сейчас обсуждаем с вами по Кипру, то же самое по каждому крупному областному городу в Украине. И вот я просто вижу эти закономерности, когда продается, сейчас, когда, одну секунду, да, когда мы видим, что где-то 10-12% квартир выставлено на продаже от общего жилого фонда, и на цифрах я вам показал, это нормально. Значит, это рынок не перегрет по предложениям, и стоимость квадратного метра, естественно, друзья, что должна расти. Давайте посмотрим вот здесь внизу. У нас уже стоимостные показатели. Это данные, которые, естественно, собирает компания Limp Consulting. Я ваш покорный слуга. Итак, Никосия. Видим, что за год сравнивали 1 января 2025 год с 1 января 2026 года. Показываю, друзья, вот здесь указочкой. Видим, что рост на 3,98%, то есть адекватно ведет себя рынок абсолютно, на 4% рост в годовом измерении. С учетом того, что там порядка 2,5% это у нас инфляция, то понятно, что рынок недвижимости даже показал, если у вас квартиры в Никосии и новое жилье, даже показал незначительный рост. То есть вы не прогадали, друзья, в плане приобретения недвижимости, если вы приобретали буквально недавно. А если давно, то все равно для вас это приятно, когда ваша недвижимость незначительно год от года дорожает. О старом жилье давайте посмотрим. Видим Никосия также. 2012 евро стоимость квадратного метра, это январь 2026 год. Январь 2025 год 1963 евро за квадратный метр, что показало чуть меньше, но динамика роста 2,52%. То есть вполне адекватно ведет, еще раз напомню, себя рынок. Итак, мы разобрали с вами целую провинцию Никосии. Я показал вам внутренние факторы, которые влияют на ценообразование. И поговорили о средней стоимости квадратного метра. Дальше, друзья, переходим давайте к провинции Фомагуста. Это только та часть, которая контролируется южной частью острова Кипр. Еще раз делаю, друзья, на этом акцент. Не бросайте в меня камни, пожалуйста, не ознакомившись полностью с, так сказать, материалом данного видео. Итак, ну, естественно, с учетом того, что здесь незначительный участок, в общем-то, земли контролируется южной частью Кипра, мы видим, что это самая небольшая провинция. Начинаем с отдельно стоящих домов. Это 22 тысячи, отдельно стоящие одноквартирные дома, напомню. 22 тысячи, я прошу прощения, 202 дома. Теперь квартиры в многоквартирных домах. 17 тысяч, это мы говорим в целом о домах многоквартирных. Их 17 913 объектов жилой недвижимости. То есть сохраняется тот же, друзья, паритет. В предпочтении малоэтажная застройка, то есть частные домовладения не преобладают в провинции Фомагуста над многоэтажными многоквартирными зданиями. Дальше всего общее количество зданий, включая многоквартирные и отдельно стоящие одноквартирные, это 40 115 объектов жилой недвижимости. Ну, если это посчитать еще раз в качестве квартир, дома-то они, понятно, что дом-квартира, это считается в штуках. А вот здесь, я так думаю, что вот эти 18 тысяч отдельно стоящих многоквартирных домов, квартир, наверное, порядка, я предполагаю, что порядка, наверное, возможно, там 30 тысяч. Итак, если мы посмотрим в целом,
Это где-то будет у нас здесь не 40 тысяч, да, если о квартирах будем говорить, это будет, ну, порядка, наверное, тоже 50, может быть, 60 тысяч квартир эксплуатируется в провинции Фомагуста. Количество населения, друзья, смотрим. Количество населения, которое проживает, это 54 318 человек. На 2024 год официальная статистика дает Евростат, можете посмотреть. Итак, количество выставленных квартир для продажи, друзья, это 16 078 квартир. Помните, я здесь говорил, если у нас всего количество квартир эксплуатируется, это мое предположение, порядка 50 тысяч квартир, то несложно сделать, что здесь ну, меньше 5% продается, выставлено для продажи. То есть рынок по предложениям незначителен. Стоимость квадратного метра, друзья, что мы видим? Давайте вот Фомагуста. Здесь единственное, что мы собрали информацию о всей недвижимости. Это новое жилье и старое жилье. Видим, что 2755 евро стоимость квадратного метра 1 января 2026 года. Это жилая недвижимость. Сравниваем с 1 января 2025 года, где 2684 евро. И получаем динамику роста почти 3%, 2,63%. То есть это говорит, друзья, о том, что рынок также себя ведет вполне адекватно. То есть если у нас инфляция 2,5% в прошедшем 2025 году, то рынок недвижимости в целой провинции Фомагуста, в общем-то, не показал значительного роста, но все равно незначительная динамика роста присутствует. Итак, давайте смотрим, что сейчас следующее. Целую провинцию. Это у нас провинция Ларнака, да? Правильно так. Переходим к легенде карты. Отдельно стоящие домовладения с одной и двумя там квартирами. Так, по-моему, статистика дает. Да. 45 тысяч 24 отдельно стоящих домовладения. Теперь смотрим многоквартирные дома. Их 36 857 в целом по провинции Ларнака. Что еще раз мы видим, преобладает низкоэтажная застройка, она более популярна, она не обезображивает, в общем-то, остров, как я человек, который прожил 60 лет и 30 лет жил в большом мегаполисе, я видел, как просто можно уничтожить город, выстраивая на любом свободном пятачке огромные хмарочесы 25-этажные и выше. И что потом происходит, когда в этих хмарочесах отсутствует свет. Поэтому, друзья, очень даже рекомендую политика, когда сохраняется, в общем-то, малоэтажная застройка, в основном частные домовладения. Общее количество домов многоквартирных и отдельно стоящих одноквартирных видим 81 881 объект жилой недвижимости. Ну, квартиры, наверное, если посчитать в квартирах, это будет, я так предполагаю, наверное, 1090, да, всего. Это жилой фонд в квартирах. Количество людей, которые проживают, видим 165 500. Это количество людей, которые проживают в провинции Ларнака. Ну и количество квартир, которые выставляются для продажи, друзья, что видим 35 312 квартир было выставлено. Да, я забыл сказать, что 35 312 квартир это в течение одного года. То есть мы делаем замеры, сколько было в целом за 12 месяцев выставлено квартир на продажу помесячно. То есть здесь 12 месяцев, чтобы вы понимали. Итак, с учетом того, что я уже говорил, здесь 90 тысяч, а здесь выставлено, ну, весь жилой фонд 90 тысяч, мои предположения, а выставлено, так сказать, всего лишь 35 тысяч, то ну, я предполагаю, что где-то ну, это 2,5% от общего фонда, нет, какие 2%?
подождите, не 2, какие же 2? 90 тысяч, а здесь это третья часть. Это третья часть, да? То есть это, ну, вполне 30%, 30%, то есть это многовато, конечно, многовато, но вполне еще допустимо, да, допустимо с точки зрения, ну не может же все люди взять и начинать продавать свои квартиры, то есть это, значит, что-то неправильно. А мы поговорим в дальнейшем. Такая ситуация в провинции Пафос почему-то сложилась. Итак, это третья часть, где-то 30% от общего фонда жилого выставлено для продажи. Смотрим, что значит вот здесь ценовые показатели. Где у нас Ларнака, вот она, Ларнака. Стоимость квадратного метра. 2309 евро за квадратный метр, это 1 января 2026 год. Сравниваем с 1 января 2025 года, видим, друзья, что недвижимость подорожала на 1,47%. Незначительно, но все-таки подорожала. То есть при этом мы констатируем тот факт, что если вот здесь в Никосии 12% выставлено для продажи, рост увидели под 4%. В Фомагусте где-то всего лишь 3% выставлено для продажи, тоже рост по 3%. А вот уже в целой провинции Ларнака, где выставлено, в общем-то, 30%, больше в 2 раза, чем в Никосии, то и стоимость квадратного метра, хотя показывает положительную динамику, но это всего лишь, вот давайте еще раз вернемся, вот здесь она, Ларнака, на 1, ну, на 1,5% выросла стоимость квадратного метра, да. А это новое жилье, а старое жилье показало нам 1935 евро, это январь 2026 год, показало 2,35%, то есть 2,5%. Ну, в общем-то, видите, да, определенная закономерность есть. Чем больше выставляется квартир на продажу, чем меньше, так сказать, стоимость квадратного метра, или в динамике они незначительнее дорожают. Вот так назовем это. Следующая провинция – это Лимассол, друзья. Смотрим количество однокомнатных одноэтажных домов – 69 582 в целом по провинции. Количество многоквартирных домов 62 699. Друзья, вот здесь тревожная как бы такая показатель. Ну, для меня это мои всего лишь предположения, что разница, видите, медленно и уверенно с низкоэтажной застройкой, многоэтажная застройка догоняет, что существенно может отразиться на рынке недвижимости по стоимости квадратного метра. Ну и архитектура города, наверное, от этого тоже страдает, друзья. Ну, говорят, на вкус и цвет друзей нет, но с учетом того, что Кипр сейсмическая зона, и здесь строятся многоэтажные дома, это, наверное, ну, все-таки неправильно. Я не знаю. Я предполагаю, что это очень неправильно. Дальше, друзья. Видим мы, что общее количество домов многоэтажных и одноэтажных составило 132 281 объект жилой недвижимости. Ну и количество людей, проживающих, 262 157. Количество квартир, которые продаются, друзья, в целом за год мы увидели выставленные для продажи в целой провинции Лимассол 76 793 квартиры. Если мы посмотрим вот здесь общее количество домовладений, добавим сюда еще квартиры в многоэтажных домах, многоквартирных, там где-то будет 150, наверное, тысяч всего квартир, жилой фонд в целой провинции, а продается 76, друзья, тысяч. То есть это почти что 50% от жилого фонда. Ну, то есть это просто уже как бы на уровне, ну, как по мне, если не катастрофы, то я же понимаю, что люди, которые живут в одноэтажных домах, они не продают эту недвижимость. Это значит, что было построено достаточно много жилищных комплексов, и теперь эти комплексы выставляются на продаже. Потом поговорим о законе спроса и предложения, как этот закон влияет на стоимость.
Итак, переходим к стоимостным показателям. Как это отразилось на стоимости квадратного метра? Лимассол, друзья. Вот мы и увидим, как оно отразилось. 3795 евро стоимость квадратного метра. Это у нас январь 2026 года. Сравнивая с январем 2025 года, мы увидели, что всего лишь на 0,5% выросла стоимость квадратного метра. Помните, когда мы говорили о Ларнаке, здесь 30% от жилого фонда выставлено в продажу, где-то 1,5% всего лишь. Ну, мы сейчас говорим о том, как влияет количество предложений на стоимостные показатели. Так вот, рост на 1,5% в течение года. Здесь же в Лимассоле мы видим, что 50% выставлено от жилого фонда. Это, конечно же, жилищный комплекс, я даже не сомневаюсь, что показало нам динамику затухающего роста 0,53%, всего лишь 0,5% это новое жилье. Старое жилье, друзья, показало нам динамику роста. Ну, во-первых, смотрим 3692 евро. И за год подорожало на 2,27%. То есть вот это как раз новое жилье, это новые жилищные комплексы, которые сдавались в эксплуатацию и которыми перенасыщен рынок. Старое жилье еще, так сказать, показывает динамику роста, неплохую. Ну что, и последняя у нас провинция, Пафос. Показываю так указкой. Вот здесь, друзья, в 2025 году единственная провинция, которая показала, друзья, нам отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра. Давайте будем, что, друзья, разбираться. Разбираться с цифрами. Видим, что вот так количество однокомнатных одноэтажных домов 38 125 объектов жилой недвижимости. Количество многоквартирных домов 38 213. То есть, ну, видите, совсем немножко осталось, да, то есть поджимает, строится в Пафосе жилищные комплексы. Правда, я как бы живу вот в Пафосе, ну, в самом муниципалитете Пафос. Я особо-то и не наблюдаю, чтобы так прямо сильно строилось, но вот данные, опять же говорю, не мои, это статистические данные на 2024 год. Многоквартирных домов практически столько же, сколько и одноэтажные застройки. Общее количество это 74 338 объектов жилой недвижимости. Количество людей, которые населяют провинцию, 101 106 человек. Ну и количество квартир, которые выставлены для продажи, друзья, 35 599 квартир. Предположим, что вот здесь у нас 74 388 это у нас в целом домовладение, да? Сюда входят и многоэтажные, и многоквартирные дома. Предположим, что это порядка там 85, наверное, тысяч квартир, весь жилой фонд. То видим, что, друзья, 35 тысяч, ну это то тоже как бы почти 50% от жилого фонда, то есть это много. Если Лимассол еще показывает динамику роста при таких показателях, то город Пафос, ну здесь живет меньше людей, 101 тысяча, в Лимассоле, друзья, живет 132 тысячи, то есть ну, незначительно, но больше на 20 там, с чем-то тысяч. То видим, что, друзья, переходим на табличку, город, не город, а провинция. Пафос показала нам снижение роста стоимости за год. Сравниваем январь 2026 год, это 2420 евро. Январь 2025 год 2433 евро. И в итоге получаем в годовом измерении снижение минус 0,48%. То есть минус 0,5% это новое жилье. Смотрим, что произошло со старым жильем. Старое жилье в январе показало нам 2174 тысячи евро.
это 2026 год, а 2025 год, январь, 2197 евро стоимость квадратных метров. Здесь динамика уже 1% в течение года снижения. Вот так, друзья, очень просто. Это, ну, еще называется прикладная математика. Я показал вам, как внутренние показатели, которые характеризуют состояние рынка, это люди, понятно, что количество домов, сданных в эксплуатацию и выставленных на продажу, влияет на стоимостные показатели. То есть провинция Пафос впервые в 2025 году, ну, январь 2026, считайте это полный, у нас год практически 1 месяц, да, 2025 года, показала нам незначительную динамику снижения. И, друзья, на это повлиял закон спроса и предложения. Напомню вам, что закон спроса и предложения гласит о следующем, что если товара, ну, на рынке товар присутствует в избытке, но при этом количество покупателей, желающих купить этот товар, а недвижимость является товаром, то что происходит? Рынок корректирует стоимостные показатели, то есть стоимость квадратного метра или квартиры, если мы говорим о недвижимости как о товаре, то есть стоимость квартир снижается. Если же наоборот количество желающих достаточно большое, а товар находится в дефиците, то есть его мало этого товара, то происходит что, друзья? Удорожание стоимости, то есть стоимость недвижимости в данном случае растет. Вот таким способом, друзьья, компании-застройщики перенасыщают жилой рынок, как и рынок коммерческой недвижимости. А в итоге, в общем-то, вот этот пузырь, который надувается, его еще так называют, да, стоимостной пузырь, он рано или поздно лопает, и мы наблюдаем, как положительная динамика роста меняется на отрицательную. Ну, в общем-то, достаточно подробно вам рассказал. Можете посмотреть вот здесь. Я сравнивал вверху, очень кратко давайте пройдемся. Это количество предложений. 2020 у нас 4-й год. Помните, я вам говорил, что за 2025 год я вам показываю вот эти предложения, да? А здесь 2024 год. И вот насколько количество предложений выросло за год в годовом измерении. То есть Никосия на 43% выросла, в целом больше квартир стало продаваться. Естественно, друзья, здесь больше квартир именно в многоэтажных домах. Видим, что в Фомагусте стало продаваться на 65% больше квартир, сравнивая 2025 год с 2024 годом. В Ларнака стало продаваться на 92% больше квартир. За год увеличилось количество предложений. А вот провинция Пафос, друзья, внимание, не падайте со стула, показал нам рост по предложениям, то есть это количество предложений, которые выставлены для продажи, сравниваем весь 2025 год с 2024 годом, показал нам на 126% роста. Именно с этим связано снижение стоимости квадратного метра в целом провинции Пафос или так называемая корректировка. Друзья, ну очень подробно рассказал вам о том, что произошло с недвижимостью, порассуждали о причинно-следственных связях. И пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Кипра. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.